Всем привет! Вы на канале Блеск. Сегодня у нас начинается подготовка к Новому году. И я предлагаю вам сделать со мной композицию «Сани Деда Мороза в технике вытынанка». Для работы потребуется цветной картон, можно металлизированный, шаблоны Деда Мороза, оленя и саней, клей ПВА, канцелярский нож и ножницы. Пригодится карандаш и линейка, доска, на которой будем вырезать вытынанки. Я для этого взяла стекло от поломанных часов. Оно гладенькое и на нем не останется порезов. Также подойдет фанера, дерево или пластик. Сначала изготавливаем шаблоны фигурок. Изображение вы можете скачать, перейдя по ссылке в описании под видео. Самый идеальный вариант, если вы можете их сразу распечатать на листах цветного картона. Если нет, печатайте на обычной бумаге. Нет принтера и некогда бежать в магазин канцелярских товаров? Воспользуйтесь старым и добрым способом. Выведите картинку на монитор, приложите лист бумаги и переведите. Все линии хорошо просвечиваются и их нетрудно прорисовать. Дальше копируем изображение на картон выбранного цвета. Для Деда Мороза я взяла синий металлизированный картон. На изнаночную сторону помещаем копировальную бумагу, а сверху рисунок и обводим все линии. Фигурка Деда Мороза будет двухсторонняя, поэтому сгибаем картон сбоку от рисунка и начинаем вырезать внутренний узор узким канцелярским ножом. Такой картон очень плотный, да еще в 2 слоя, и линии придется прорезать по пару раз. Внешний контур вырезаем, когда узор в серединке уже готов. Если сделать это в начале, то передняя и задняя сторона будут сдвигаться относительно друг друга, и рисунок исказится. Теперь достаем фигурку и склеиваем нижнюю часть. Получится круглая стойка. Место склеивания зафиксируем прищепкой, пока клей не высохнет. Для оленя берем коричневый картон, копируем на него рисунок с помощью копирки на изнаночную сторону. Оленей нужно сделать 2. Теперь вырежем. Дальше мастерим сани. Изображение боковины саней у меня уже перенесено на золотистый металлизированный картон. Он сложенный пополам, цветной стороной внутрь. Так мы вырежем сразу 2 детали. Места, где будут дырки, можно заштриховать, чтобы не перепутать, не вырезать ничего лишнего. Дальше вырезаем как Деда Мороза. Вначале мелкие детали внутреннего узора, а после внешний контур. И в конце разделяем детали. Для средней части санок я выбрала красный картон. Это будет дно и спинка. Ее длина равняется сумме длины и высоты боковой части саней. На рисунке обозначено красным. Ширина равняется ширине этого декора. С левого и правого края нужно прибавить по 5 мм для подгиба. На эти полоски будем наносить клей, чтобы соединить с боковинками. В районах сгиба средней части делаем надрезы в виде треугольников, так легче будет сгибаться. Боковые стороны санок можно оставить ажурными, так тоже получится красиво. А можно с внутренней стороны приклеить цветную бумагу, желательно двухстороннюю. Обе ее стороны будут на виду. Я уже вырезала декор спинки из золотистого картона. Теперь приклеим его на место. На вертикальные части с обратной стороны приклеиваем красную бумагу, чтобы они не портили вид своей серостью. Если бы картон был с обоих сторон красный, этого бы не потребовалось. И на переднюю часть клеим золотистый декор. Теперь осталось соединить все 3 детали.
Пока клей не подсохнет, фиксируем прищепками. К внутренней стороне полозьев приклеиваем полоску картона шириной около сантиметра и с линией изгиба посередине. Должен получиться угол. С ее помощью мы приклеим сани к основе. Деду Морозу тоже сделаем крепление шириной сантиметр и длиной равной диаметру основания фигуры, плюс по сантиметру с концов для загиба. Оленям к 3 копытам приклеиваем согнутые посерединке картонные прямоугольники. Из красного картона вырезаем попону для оленей. Прямоугольник с закругленными краями. Его ширина чуть меньше длины спины оленя. Длина чуть меньше высоты туловища двоих оленей, плюс расстояние между ними. Приклеиваем закругленные края к спинкам с внешних сторон. Если коричневый картон односторонний, то располагаем фигурки бесцветной стороной внутрь. Попона не даст оленям упасть в стороны, а полоски снизу на копытах будут соединять их с основой с внутренней стороны. Теперь собираем композицию. В качестве основы я взяла виниловую пластинку. Ее можно заменить деревянной досочкой, куском фанеры или пластика. Чтобы прикрыть середину, я наклеила кружок белой бумаги. Сначала приклеиваем сани. Рядом ставим Деда Мороза. Перед санками оленей. По краям крепим мишуру, это будет снег. Между оленями крепежные полоски картона маскируем тоже мишурой. Все это можно чем-то прижать, чтобы прилипло. Мне кажется, в санях чего-то не хватает, хочется поставить там сиденье. Для этого я вырезала полоску из красного картона шириной как сани. Длину определила наугад, глубина сиденья плюс высота. А по краям добавила по 5 мм на подгиб. В местах сгиба надрезала треугольники. Мажем клеем. И устанавливаем сиденье в сани. А теперь последние штрихи. Ставим мешок с подарками в сани. На самом деле он с ватой. Приклеим, а то потеряется. Цепляем поводья из дождика. Все, готово. Вот такая получилась композиция. Спасибо за внимание. Если понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем желаю удачных поделок, праздничного настроения и счастливого Нового года!